Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и сейчас мы идем топить Xiaomi 15. Выживет он или нет, не знаю, надеюсь, выживет. Так, 4К 60 FPS, единообразные и безобразно, топим Xiaomi, они у меня еще пока не тонули. Vivo тонули, Samsung тонули, много чего тонуло, хотя у народа тонул один Xiaomi. Но в целом так делать нельзя, IP68, а с другой стороны ему, по идее, быть ничего не должно. Смотрим, как работает с влажным экраном, в принципе. Все адекватно. Погибнет или нет, расскажу, но здесь нет мини-джека, как многие говорят, а какая разница, есть мини-джек для утопления или нет. Разница огромная, потому что у тебя дополнительная дырка появляется. Вроде все хорошо, утонет или нет, расскажу в личной телеге, смотрим. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу, как вы поняли уже, о Xiaomi 15. Насколько он хорош, с чем его едят. Это Xiaomi 15 Pro, на него обзор, разумеется, тоже будет на канале. И сравню я его по съемке с iPhone 16. Почему? Потому что очень просто сравнивать, допустим, китайца с корейцем, с Samsung. Очень просто его сравнивать с таким же китайцем, потому что они все слегка рисуют. А относительно натуральная съемка айфона, для разницы, я думаю, вам будет интересно. Если говорить об этом смартфоне в целом, здесь есть телевик, здесь есть ультраширика, основной модуль, и в 4К 60 FPS все это дело снимает, и вы можете переключаться во время съемки между этих модулей, и это круто. IP68 отрабатывает, вот я его топил, и с ним все хорошо. В играх он ведет себя адекватно. Тротлинг-тесты он проходит супер. Внутренняя память даже при 256 гигабайтах внутренней памяти просто нереально быстрая. 257 тысяч баллов в Antutu выбивает. Если говорить про зарядку, она у меня, к сожалению, была рандомная, 90-ваттная, включаешь буст, иногда она 40 с лишним минут показывает, а иногда час. Не знаю, с чем связано, может быть, через какое-то время это дело все наладится. Каких-то определенных недостатков сходу, вот как раньше у меня было, чтобы там поцарапался модуль, тормозить он не тормозил, один раз он 3D Mark не прошел. Но самый последний процессор, плоский экран, металлическая рамка. Помимо этого, все допилено, и хотя по модулям вроде бы ничего толком и не поменялось, но при помощи ИИ они по сути что-то где-то допилили, и я бы это уже мог назвать фотофлагманом. Хотя опять же кому-то нравится, как рисуют те же, допустим, Vivo. Подробно расскажу сейчас в ролике. Напоминаю, что это китайская версия, глобалку потом приобрету, но бенды все, самое главное для нас. И Wi-Fi супер быстрый по моим тестам. Смотрим. Распаковка. Поставляется Xiaomi 15 в такой же упаковке, как и прошлая линейка. На упаковке есть название модели, а также краткие характеристики. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, чехол, ключ для извлечения слота под одну сим-карту, краткое руководство пользователя, кабель с USB-A на USB-C и блок питания на 90 Вт с китайской вилкой, так как у меня на руках китайская версия модели. Весит смартфон 196 граммов, а габариты составляют 153 на 72 на 8,6 мм, а вместе с блоком камер 12,3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Xiaomi 15 доступен в большом количестве расцветок. Это черный, белая, серебристая, зеленая и не только. Дизайн практически такой же, как у Xiaomi 14, тыльная часть выполнена из стекла, а рамка металлическая со слегка закругленными краями. Я вам скажу, что держать его в руке реально удобно, даже относительно iPhone 16. Собран смартфон отлично и материалы качественные. Стандартно для флагманов от Xiaomi данная модель имеет влагозащиту по стандарту IP68 и пылесощиту. В начале ролика вы видели, как данная модель справляется с утоплением. У меня Xiaomi-шки не тонули еще ни разу. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, ИК-порт в блоке камер, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Люфт у кнопок, к слову, минимальный. Качество звука хорошее, вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Меня он порадовал. Летим дальше. Смарт оснащен OLED LTPO дисплеем на 6,38 дюйма с разрешением 2670 на 1200 пикселей и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Рамки у экрана не громадные, ко всему экран прямой,
прямой, а не водопад, и за это огромное спасибо. Защита у экрана, фирменное закаленное стекло, супер прочное обещают. Плотность пикселей 460 ppi, по моим замерам максимальная яркость 1600 люксов в пике, обычная максималка 1200. То есть у нас есть здесь солнечный режим, есть пиковая яркость в автояркости и обычная яркость, которой вы будете, скорее всего, пользоваться. Это люксов 800, ее за глаза и за уши. Тест на дискретизацию касаний вы видите на экране. В повседневном использовании проблем с сенсорным откликом я не встречал, что не скажешь про тач в играх. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Смарт поддерживает технологию Dolby Vision и полноценный Always On Display. Показатели шума не особо радуют. Почему? Потому что если брать конкурентов, то у него с шумом не все хорошо. Особого пункта в меню для включения DC-димминга здесь нет. Но, опять же, вы сами оцениваете, насколько вам комфортно будет вот по Радексу или по ТКА прибору. По сравнению с Xiaomi 14 мы имеем такой же экран, только улучшили яркость и уменьшили рамки. Далее, разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран. Он располагается, по мне, очень даже удобно, высоко. К нему быстро привыкаешь, хотя площадь у него и небольшая. Функция распознавания лиц стандартными способами разблокировки. И можно завести до 2 лиц для разблокировки. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite, и он уже допилен. Техпроцесс 3 нанометра, 8 ядер, максимальная частота 4,32 ГГц, графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X на 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ и 512 ГБ, а также 1 ТБ. Операционка HyperOS версии 2.0 на базе Android 15 версии. Система недоступна на русском языке, что стандартно для Xiaomi. Можете переводить с эдитом, можете потом платить кому-то или сами мучиться с разблокировкой загрузчика и перепрошивкой на глобальную версию. Да, бенды здесь все с одной стороны. С другой стороны, агрегация частот у вас все равно глобальной не появится. Смарт использует Wi-Fi 7 серии, и по моим тестам он безумно быстрый. Он качал у меня с нереальной скоростью просто Genshin в 47 мегабайт в секунду, и это был космос. Ко всему имеется поддержка NFC, устанавливаем MirPay и платим. Bluetooth версии 5.4, к сожалению, не 6.0. 5G сети, 4G сети, разумеется, и ниже. Все бенды на борту, но вот eSIM в китайской версии нет, что неудивительно. И при перепрошивке она у вас и не появится, потому что eSIM — это модуль. Датчик приближения отрабатывает корректно, GPS двухдиапазонный, емкость кремния углеродного аккумулятора 5400 мАч. Показывает он в PC-марке просто космические 9 часов 43 минуты и 17 тысяч баллов. Xiaomi 15 поддерживает быструю зарядку от провода до 90 Вт, беспроводную зарядку до 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку он тоже поддерживает. А заряжается он от 0 до сотки в среднем у меня за 42-46 минут, но первые 2 раза он какого-то лешего даже с бустом на 90-ваттной зарядке у меня заряжался вообще 58 минут. Здесь был рандом, я думаю, батарея постепенно раскачается, будет все хорошо. При просмотре роликов на YouTube уходит за 1 час в среднем от 3 до 5% заряда по Wi-Fi. В играх за 1 час уходит в среднем от 20 до 30% заряда. Напоминаю, что кому интересно, как ведет смартфон себя в играх, лучше посмотрите все-таки прожарку на стримах, потому что там реально как все происходит. Я любой смартфон гоняю не на максималках в том же Genshin, я выставляю просто 60 FPS. Конкретно у него через 20 минут сбросилась яркость до 400 люксов, может даже раньше, мы просто через 20 минут проверили. И тач уже начал залипать, то есть полчаса ты в Genshin в него поиграешь. В PUBG New State чуть-чуть ситуация лучше. 90 FPS он держит. В обычном PUBG, слава всему, есть 120 FPS в менюхе. И играть приятно, кайфово. Ну а мораль, разумеется, ни на каких там максималках в Genshin вы играть не сможете, а при 60 FPS через полчаса у вас уже будет яркость такая, что нужно либо в темном помещении играть, либо вечером, но точно не на солнце. Перейдем же к тестам. Что он выбивает в тротлинг-тесте, вы видите на экране. В принципе, уже все допилили. По мне, график довольно неплохой. Что он выбивает в Geekbench, Antutu и 3D-марке. Storage-тест показал космические 257 тысяч баллов. В Antutu даже на 3-й прогон на стриме 2,5 миллиона. И это прям круто, потому что у меня версия минимальная. Так что дооптимизировали смарт прям супер. Я рад, что я его сейчас тестирую, а не в самом начале. С тыльной части можно заметить направленные микрофоны, LED-вспышку, основной сенсор Light Hunter 900 на 50 мегапикселей с оптостабом и фокусным расстоянием в 23 мм, апертурой 1.6 и разрешением для видеосъемки максимальным 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов, фокусным расстоянием в 14 мм, цифровой стабилизацией, апертурой 2.2. Телеобъектив на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 60 мм, оптостабом, апертурой 2.0 и оптическим зумом 2.6x. Фронталка на 32 мегапикселя находится в верхней
верхней части экрана по центру, максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS и даже 4К 30 FPS в режиме HDR. По камерам, так же как в прошлой модели, по сенсорам нет изменений, но теперь фокусное расстояние у телевика не 75 мм, а, как я уже сказал, 60 мм. Из-за этого оптический зум стал 2,6, а не 3,3, как у Xiaomi 14. И опять же, по алгоритмам фото, если вы откроете примеры фотографий Xiaomi 14, которые также можете скачать у меня в личной телеге, и Xiaomi 15, как правильно заметил один из подписчиков, у которого есть оба смартфона, у Xiaomi 15 очень сильно доработали алгоритмы. Я сравнивал данную модель с Xiaomi 16. Если кратко, то Xiaomi выигрывает за счет наличия телевика, а также за счет лучшей работы что на фронтальный сенсор, что на основу во время съемки с недостаточным освещением. Во всех других сценариях iPhone выдает куда качественнее изображение, а именно днем при съемке против света, во время съемки в движении, также стабилизацию iPhone куда корректнее отрабатывает. Ультраширик лучше у Яблока, а про переключение между сенсорами я вообще молчу, у Xiaomi рывки, в то время как у iPhone это плавный переход от одного сенсора к другому. И напоминаю, что Smart уже продается 1,5 месяца, если не больше. Неприятнее всего сравнивать его с прямым конкурентом, а не с китайцем. Короткие примеры вы сейчас увидите, как и сравнение. И фронталка 4К 60 FPS. Вот такой вот динамический диапазон на Яблоке, такой динамический диапазон на фронталке у Xiaomi. По мне, Xiaomi проигрывает. Притом более чем конкретно, но опять же у вас может быть совсем другой взгляд, и это нормально. Роллинг шаттера, разумеется, нету. И еще 4К 60 FPS, закат, птички. Вот так вы сможете снимать на два основных модуля. Очень удобно с маленькими смартами ходить после камеры. И, ну, цвета, вот в этом вся магия, понимаете, когда ты берешь Яблоко и такой плюешься от того, что у него там проблемы с тем, что нужно включать что-то, просто так банковские приложения не подключаются. 6. Но когда ты видишь цвета, то, как работает Яблоко, допустим, ну, перешел, на раз, два, три. Вы видите разницу? Я вижу. Вот почему Xiaomi не сделает так же? Почему не сделать так же? Просто скопировать. Но не хотят. Так, ну и что? Наш любимый лифт Xiaomi 15 против iPhone 16. Давайте основные модули. Ультраширика 2. Да, ну вы поняли. Два основных модуля. Допустим, X2. И чтобы Xiaomi хорошо себя чувствовала, 2.6 с телевичком. Но, ну да, на телевик. При 2.6 у Яблока все хуже. Так сможете себя снимать в лифте в 4К 60 FPS на основном модуле. Ну и фронталочка, то же самое лифт. Яблоко против Xiaomi. Same. Ну что же, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Вот так примерно вы сможете снимать, плавно двигаясь по лестнице. Насколько плохо или хорошо решать вам. Первый раз, кстати, за 2 года подхожу к этому бассейну вплотную. Ну вот так. Вот эти штуки мне не давали спать, получается, 2 дня. Китайцы отмечают Новый год, и им абсолютно наплевать, что здесь по закону нельзя запускать фейерверки, потому что вокруг очень много деревянных построек, и все это может загореться. Допустим, вот та постройка, которая является еще и наследием. Ну ладно, но это никого не трогает. А 2 ультраширика, давайте чуть-чуть пройдемся. Я постараюсь дойти до момента, где можно будет заметить закат. И вот этот вот закат мы снимем и решим, что лучше будет снимать. Напоминаю, что Xiaomi 15 у меня чуть-чуть перегрелся во время съемки. Во время 3D Mark. Притом второй раз он 3D Mark прошел адекватно, но уже с включенным кондиционером. И вот так. Да, конечно, по цветам. Xiaomi по цветам это то, что вы хотите видеть. А Яблоко это то, что вижу я. Так что насколько вам одно или другое больше импонирует, решайте сами. А я туда и не пойду, наверное. Там уже не видно ничего. Закат уже был мной утерян. Ну и ладно.
А может быть еще и нет. Давайте пройдемся. Нет, я сюда, я здесь навернусь, я не пойду. Ладно, в общем, вот так примерно в лучах заходящего солнца вы сможете снимать на ультраширик. Давайте на основу. X2. Плавненько. Все равно, когда выбирают камерафоны, редко берут компакты. Я это реально понимаю. X15 максимум. Вот. Xiaomi и X6 максимум у Яблока. И то, и другое не лучшего вида. И потихонечку переходим к уже по ходу на основной модуль. Тоже в 4К 60 FPS. Те, кто разбирается, обращайте внимание на смазы, вот на вот это все, потому что это видно прям конкретно, особенно когда ты сравниваешь. Ну, в целом, и напоминаю, если вы смотрите это дело не на YouTube, этот ролик был скоммунищен. Вот, и самая проблема не в том, что он был сворован, а в том, что на всех других площадках вот эти примеры видео смотреть смысла нет. Потому что они урезают качество так, что ну, смысл нулевой в примерах видеосъемки. Вот сейчас я чуть не навернулся на камни. Это было близко. Нечего хейтить площадки, да? Пользуйся и все, и главное никому не рассказывай. Ну и 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Кстати, заметьте, что за последние, не знаю, вот 7 лет у меня блогинга, да, некоторые бренды исчезли, но некоторые появились. Понятно, что это чаще всего всякое отпочкование от основных брендов из разряда там Poco или Nothing, но с другой стороны, или Айку те же. То есть технически, когда я начинал вообще свой путь техноблогера, некоторых брендов просто не существовало. И говорить, что рынок стоит на месте, нельзя. 4К 60 FPS, фронталка. Рынок не просто не стоит на месте, а рынок просто летит вперед. Ну, мы не всегда это замечаем, потому что наша жизнь не столь как это называется, скоротечна, наверное. Но если посмотреть реально на 10 лет того, как развивался мобильный сегмент, будь то аксессуары, которые я там 7 лет делаю на них обзоры, смартфоны, на которые я делаю 5 лет обзора. Просто небо и земля, до чего они дошли. Небо и земля. Я реально жду уже, когда мы будем 3D-модели из часов наблюдать. И все эти Vision Pro, которые а-ля сегодня проваливаются по продажам, они все равно будут становиться компактней. То, что съемка под Vision Pro уже есть, это уже тема. И постепенно будет становиться технология дешевле, доступней. Мне кажется, что буквально через 5 лет будет нас ждать, буквально, через 5 лет мне будет уже 46, но все равно через 5 лет нас будет ждать какой-то массовый прорыв во всех этих 3D-проекциях и всем остальном. Cyberpunk уже близко. Ну что же, основа 4К 60 FPS. И давайте пройдемся в стандартную нашу локацию. Третий год в ночи мы снимаем здесь. Мне кажется, этот байк здесь тоже третий год уже стоит. И вот так примерно вы сможете снимать на основной модуль, потом ультраширик, и потом еще посмотрим телевичок. Ну что я вижу? Я вижу, что на айфоне просто безумное количество шумов на основном модуле. На Xiaomi все лучше. Опять же, надо на большом компе смотреть будет, потом на экране. Ультраширики Xiaomi, мягко скажем, ужасен. X2. Ну, Яблоко несмотрибельно все на иксах. X2 и 6. Хотя 2.6 тоже не особо романтичная картинка, но, как говорится, хоть что-то, да? Так, 4К 60 FPS. Единственное, на звук не особо обращайте внимание, потому что я пытаюсь перекрикивать каким-то образом песенки. Для чего? Для того, чтобы у меня не забанили ролик. А проблема не в том, что снимают монетизацию, а в том, что если у тебя песни не те, то у тебя регионы отрубаются. И регионы отрубаются в основном те, которые как раз нужны. Вот так примерно сможете снимать на основной модуль. Это то, что мы обычно коня снимаем. И вот на ультраширик плюс-минус то же самое. Почему? Потому что довольно печально снимают у нас Xiaomi. Ну и опять же, это не сразу видно и не всем. И если вас устраивает, то хорошо.
Те же условия, фронталка 4К 60 FPS. Вот так вы можете оценить, насколько хорошо снимают данные смарты. И этого уже более чем достаточно. Я думаю, вы видите сами, как фронталка у Xiaomi отрабатывает, и как у Яблока со светом. 4К 60 FPS, давно я не кайфовал от смартфонов. Да, когда ты очень долго тестируешь средний бюджет и низкий бюджет по 150, по 200 долларов, когда ты берешь в руки что-то из разряда вот этого, у тебя ощущение такое вау. Нет, разница огромная. Функционал, да, тот же, тоже снимает, тоже делает, не знаю, тоже можно звонить, тот же есть Wi-Fi, но материалы, скорость работы, оптимизация, камеры, все вообще, вот все, к чему ты не прикасаешься, говорит тебе о том, что это маленький такой флагман. Так, 4К 60 FPS. Единственное обломно, что как в Samsung нельзя на фронталку переходить, тем более она поддерживает 4К 60 FPS, но вот так вы с основы сможете снимать в магазинах всякие вкусняхи. Вот так он работает со светом. Вообще класс. Класс. Но опять же, надо будет смотреть на компе, на маленьком экране. Все кажется очень крутым. Но по мне прилично все. Так, ну и вечернее время. Вот так сможете снимать. О, планы чего-то там постройки. Где-то. Вполне возможно, что здесь. Так, X5, X2.5. Давайте-ка X5 посмотрим на вот этом примере. Ну, солнышко уходит, уже в шумах все. И 2, X1, ультраширик. Максимальный зум. X15, и насколько он вам будет полезен вечером, он не будет вам особо полезен, а вот 2 и X5 будет. X1 ультраширик. Вот так примерно сможете снимать. Так, мастер синего в 4К 60 FPS не включить. Оно может и хорошо, но вот так примерно вы сможете снимать снова с руки. Разумеется, катаемся в шлеме, 2 руки на руле, медленно, ничего не снимаем, на экран не смотрим. И вот так вы сможете снимать на основной модуль с этого смартфона. Дальше врубаем ультраширик. Ультраширик такой, что его хочется отключить и перейти на основу. Включаем основу. И чтобы вы понимали, до какой степени бесполезно на телевик снимать. Кстати, не так и бесполезно в движении можно снимать, если прямо ехать и никуда не двигаться. Но сейчас, когда начну поворачиваться, скорее всего, вы увидите очумевшую разницу. Так, надо тормоза мне менять, иначе будет все очень потом печально. Контента не будет долго, если я тормоза не поменяю. Вот так примерно вы сможете снимать на телевик в движении. И вот такая разница, если включить основу. Все. Смартфоны дороже $300. Все снимают хорошо, но какие-то снимают лучше, какие-то хуже. Вот если мы посмотрим на фронталку, опять же, ночью от Xiaomi и от Яблока. У Яблока стаб не отработал, и в этой фотографии однозначно он проигрывает. Несмотря на то, что у Xiaomi я вижу дорисовки, хотя все было отключено. Ну, какая разница, как говорится. Вот так примерно вы сможете себя снимать ночью. Xiaomi в этом смысле молодцы. То есть ни шумов, ничего такого какого-то лютого здесь нет. Если говорить про основные модули, опять же, вот Xiaomi 15, 23 мм эквивалент, и у нас на iPhone 26 мм эквивалент. Насколько хорошо они отработали, вы видите сейчас. И здесь четко видно, что основной модуль ночью отрабатывает лучше у Яблока. Хотя работа со светом лучше здесь у Xiaomi. Шумов больше у Яблока. Но и деталей больше вытянуто у Яблока. Опять же, смотрим исходники. Кто умеет работать с фотографией, те поймут, что здесь лучше. По мне, однозначно здесь лучше фотография с Яблока. Если говорить про ночную съемку, опять же, с основного модуля ультраширик на Xiaomi печальный ночью, то вот такая будет разница по съемке. Плюс-минус одинаково. Можно сказать, что у Яблока местами лучше работа со светом, но в целом картинка и здесь паритет. Я не скажу, что плохо Xiaomi сфотографировала, и то, и другое можно использовать. И то, и другое, в принципе, очень даже прилично. Деталей требовать от ночной съемки не стоит, но вот так.
Так, ну и повторяюсь, если вас интересует мобильная фотография, что бы я вам не рассказал, вы пойдете в мою личную телегу и посмотрите исходники. Здесь все, о чем я и говорил с ультрашириками. Эквивалент 14 мм, эквивалент 14 мм, Xiaomi против Яблока. И тут, мягко сказать, у Xiaomi, конечно, ультраширик никакущий по сравнению с яблочным, хотя яблочный тоже образцом для подражания не назвать. Да, можно сказать, что у Яблока там у нас шумы, еще что-то, но это мелочи жизни, потому что достаточно посмотреть на ночные фотографии. Вот у нас Xiaomi против Яблока, и все. И вот вся ночь, я думаю, в видео вы видели, что примерно вот такая. Разумеется, намного лучше выглядит фотография с айфона. Опять же, я понимаю, что у Xiaomi здесь это не неудачно. Вот основная масса фотографий на Xiaomi на ультраширик вот такая ночью. Если говорить по поводу дневных фотографий, вот вечерняя в закате, посмотрите, как поработала со светом основной модуль у Xiaomi и как он поработал с айфоном. Вот он закат на айфоне, вот он закат на Xiaomi. И как говорят, против солнца никто не фотографирует. Друзья, когда у вас телефон за $150, да. Когда у вас телефон за $700, он должен фоткать. Кратко. Скачиваем исходники, делаем сами выводы, сравниваем. Скоро будет 15 Pro. Здесь, в принципе, тоже все очень даже интересно. Фотографий достаточно. Минусы: стерео неполноценное, чуть-чуть перегрев, и по большому счету все. Единственное, то, что они начали блокировать загрузчик, это, конечно, неприятно. А так, все остальное молодцы. Претензий к телефону нет. У меня он вылетал один раз в 3D Market при прохождении теста, но на второй раз он его прошел буквально через 5 минут. Единственное, я включил кондиционер. В повседневном использовании перегревается, конечно, чуть-чуть, когда ты включаешь максимальную яркость на слишком большое количество времени, но так плюс-минус у всех. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, и этим вы очень сильно поможете проекту. Xiaomi 15 в китайской версии покупать будет только энтузиаст. То есть могу ли я его вам советовать за эти деньги? Конечно, нет. Я бы лучше купил какой-нибудь, не знаю, OnePlus 13, пусть он даже больше. Если компакт бы брал, я бы смотрел уже на S25 Samsung. Если брать среди цен, ну, он глобалка стоит как глобалка от S25. Может, на 10 тысяч дешевле. Фанатам Xiaomi он вас порадует. То есть, если вы ходите на 13-м Xiaomi и хотите обновиться на 15-й, ждите Global, смотрите цены, смотрите, как сложно будет перешивать, допустим, тот же Xiaomi 15 с китайской версии на глобальную. Но вы понимаете, что бенды останутся? Хорошо, у нас есть все бенды, и 3, 7, 20, допустим, для России. Но агрегации частот не появится. То есть, да, он ловит нормально, GPS ловит быстро, все супер, защита от влаги супер, в играх даже относительно для компакта очень даже неплохо. И все в нем есть. Но, если вы захотите его перешивать, блокировка загрузчика, головняк, не просто это все. Это все дорого теперь еще, потому что с одного аккаунта можно разблокировать только один загрузчик, как я знаю. Может быть, что-то как-то поменялось, и кто-то знает дешевый вариант развития событий, как вы можете все это дело перешить на глобалку. Но на данный момент, сегодня, с этими ценами, с курсом доллара, данную штуку можно рассматривать только из разряда посмотрю на обзоре, а потом посмотрю, сколько будет стоить в глобале, какие будут скидки, плюшки, может быть, часы будут докидывать. OnePlus 13, в принципе, показал, что даже с этим курсом при желании бренды могут давать нормальные ценники. Если сделает то же самое Xiaomi со своей глобалочкой при старте продаж, то это будет радость. Камеры порадовали. Насколько они лучше стали, опять же, решать вам. Кому-то не нравится, кому-то нравится. По мне, они много чего допилили. Чего мне здесь не хватает? Мне хватает всего. То есть я могу сказать, что не хватает 4К 120 FPS, я могу сказать, вот он до 400 люксов сбрасывал яркость, но это было ожидаемо. С другой стороны, в данном ценовом сегменте это один из лидеров рынка. Опять же, может быть не Китая, но вот общемировой, посмотрите, сколько Xiaomi всего продает. Насколько целесообразно в их линейке иметь компакт? Целесообразно. Если они что-то делают, значит это кому-то надо. Фанатов, во всяком случае, у 13-й линейки было море, 14-ю не так многие купили, 15-ю, наверное, народу еще меньше купят, потому что курс доллара вообще не радует, и это уже прям премиум сегмент. А за эти деньги ты можешь спокойно купить iPhone 16, и пусть он будет хуже практически во всем. Почему я не сравнивал, допустим, герцовку, еще что-то 60 Гц экрана? Ну как можно сравнивать подобное устройство, супер-мега топовое по железу, с этим делом? Только по камерам. Вот по камерам вы сегодня увидели. Надеюсь, вам было интересно, потому что с точки зрения именно рассмотрения для приобретения это такое себе. Однозначно лучше не рассматривать вообще, неважно, какими плюшками вас завлекают, потому что
это китайская версия, просто шить ее, повторяюсь, не будет, и скоро будет глобалка. Как только будет глобалка, если у меня будет это все дело по карману, я ее куплю и расскажу вам. Пишите, кстати, интересно ли вам будет на глобальную версию обзор. Он будет более расширенный, там будет больше примеров съемки. Это дело я гонял 3 часа на канале для стримов в играх. Ждем S25, может быть, как раз с ним я и сравню. Я его уже заказал давно, но мне его еще не выслали. Девайсу от меня отдельно от стоимости однозначное да на перспективу в глобалке, потому что хорошо поработали. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.